Пуньк, 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 пуньк. Раз. Итак, дорогие друзья, продолжаем проходить с вами Kingdom Come. На чем мы... А где мои... Ключи. А вещи мои где? Значит, продолжаем проходить Kingdom Come. Так, проверка записи. Запись идет. Все хорошо. Отлично. Значит, на чем мы остановились? Нам дали звездюлей. И нас спасла вот эта женщина. Не, вообще нас спасли мужики. Пан Борик с какими-то чуваками приехал. Отомстил за нас. Так. И потом нас привезла вот эта вот женщина сюда. И она уже тут нас спасала. Мы тут помирали, лежали, нам сны всякие плохие снились, непонятные. Вот. Вещей у меня вообще нету, голяк, только одни ключи. По заданию появилась месть, пробуждение. Добрый вор. Мельник Пешек и его мельница племянница Тереза заботится обо мне, когда я был на грани между жизнью и смертью. Заботились. И я обязан им жизнью. Мне нужно поговорить с Мельником Пешиком после всего того времени, что я проболел на его мельнице. Вот так вот. Но это, как я понимаю, не основное задание, да? Да, это не основное, это побочное. Хорошо, мы голые. У нас, собственно, ничего нет. На улице день, женщина. Но... Ты чё? Спит. Ну ладно, пускай спит. Да, кстати, похавать. Нам надо похавать. Мы возьмем рогалик. Еще один. Свечки прикольно сделаны. Хорошо. И покушаем мы, собственно, здесь. Покушали. Еще можно покушать? Не, все. А сколько у нас по сытости? Сытости 54, маловато. Можно еще рогалик втащить. Скушать. Ну, 75 нормально. Хорошо. Значит, нам надо... Вор. Я думаю, вора мы и будем делать, да? Показать, карта, сведения, разделы, вкладки, пропустить время. Вот это вот... Это основным делается, да? Это пока... Все, я понял. Это будет... я включаю, показывать или нет квест, где он на карте расположен, там куда бежать и т.д. Вот это вот, значит, поговорить с Мельником. Побочные задания тоже будем... О, как много всего. Турнир. Турнир, устраиваемый паном Ганушем, проводится каждые 7 дней в Верхнем замке. Основная задача турнира — проверить навыки бойцов в обращении со всеми видами оружия. Он предназначен для простолюдинов, поэтому ты тоже можешь принять участие. После выполнения побочного задания «Залог здоровья» с паном Яном, ты можешь приняться за выполнение его нового задания, которое запустит регулярное проведение турниров. Если ты не знаешь, где его искать, ищи замок какой-то там какой-то значок. Если по основной истории ты дошел до эпилога, то не сможешь получить задание у Тачика. И проведение турниров начнется само собой. Турниры не будут проводиться, если пан Гануш воюет. Ну хорошо. Вроде все. Нас это пока мало, в принципе, интересует. Нам нужен кто-то... вот он. Здорово, Мельник. Да.
Да-да-да. А где надпись? Чё не появляется? Ну давай поговорим. Что ты мне расскажешь интересного? Так, меня зовут Индржик, спасибо за заботу обо мне. Можешь мне рассказать что-то там? Спасибо за заботу. Меня зовут Индржик, спасибо, что присмотрели за мной. Меня зовут Пешек, я тут мельник. Тереза моя племянница. Она ухаживала за тобой 2 недели, пока ты болтался между жизнью и смертью. И, кстати, о смерти. Пока ты был болен, ты здорово задолжал Костоправу, который приходил отпаивать тебя зельями. Ох, и много уж он дерет. Я плачу ему... Я заплатил ему, что мог, но на тебе долг. Ясно. Что ж, лучше быть должником, чем трупом в канаве. Сколько я должен? Я работы не боюсь. Разгребая навоз, ты с ним не расплатишься. У меня может найтись для тебя дельца, но с ним не каждый справится. Докажи, что ты умный парень, и я предложу тебе способ заработать серьезные гроши. Что скажешь? Смотри, а что ты хочешь? Тебе надо заплатить мельнику Пешику за лечение. Чтобы тебе могло быть... Чтобы тебе могло быть нужно от меня? А можно я просто заплачу? Чем ты заплатишь? Тебе денег нет, ни вещей, голодранец. Что тебе от меня нужно? Пустячок. Забрать кое-что у кое-кого и принести такое кому другому. И не попасться. И впрямь не сложно, кроме не попасться. Кто будет меня ловить? Не волнуйся, это обычная работа. Только для нее требуется человек с определенными склонностями. Не боишься трупов? Честный человек трупы не трогает, это работа палача. Ты что же думал, я дам тебе мотыгу и отправлю в поля? Нужно кое-что раскопать. Скажи мне, ты будешь прятаться за глупыми правилами или готов на необычную работу? Ни за что. Давай подробнее. Я был готов почти ко всему, но это как-то слишком. Что ж, расскажи подробнее. Слушай, мой приятель Войтек Мельник из Кухельницы приглядел себе одно колечко. Беда в том, что колечко зарыли вместе с тем разбойником, который его носил. Господи Иисусе. Ты знаешь, что чтобы я выкопал труп, снял с него кольцо и отнес твоему приятелю та-та-та. Гроши важнее принципов. Разбойник мертв, ему кольцо уже не нужно. А тот, кто первым придумал, что не по-божески беспокоить трупы, никогда не читал Библию. Ну да, там такого не написано. Это просто тело человека, только без души. Как можно питать отвращение к тому, что там, да. Я это сделаю. Нет, я не буду рисковать добрым именем. Но это, наверное, интересные квесты. Ну давай, я сделаю это. Что ж, я услышал достаточно. Ты искуситель пахнущий дьявол. Уверен, если бы ты захотел, то доказал бы, что скотоложество... Следи за языком, парень. Где-то здесь была лопата. Если что-то пойдет не так, приходи ко мне, и вот тебе кое-что сверху, чтобы копать было веселее. О, бабосики, нормально. Спасибо. Лишним не будет. До чего я докатился выкапывать трупы? Да, не берегись палача и его собак. Жестокие твари. И я не только о собаках. Собакам-то можно просто бросить мясо, а вот палача старайся не злить. Ты получил спирт. Достать кольцо, достань лопату. И где лопата? Спирт. Нафиг мне твой спирт, лучше бы одежду хотя бы какую дал. Что это такое? Ладно. Это та лопата? Да, это лопата. Взять. Достать лопату. Задача обновлена. Горочка какая-то. О, речка. Красота. Оп-оп-оп-оп.
А чё если на скамейку стать? Оп. Ой. Да залезь ты на скамейку. Оп. 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 Нормально коленками двигает пацан. Вроде недавно избитый валялся в канаве, а тут уже коленками двигает вовсю неплохо. Хорошо. Значит, журнал «Добрый вор». Пежа хочет, чтобы я принес ему кольцо повешенного, которого похоронили под Висленицей. Или так, или я могу заплатить грошами. У тебя нет грошей, блядь. Карта. О, тут так далеко. А чё так далеко? Так. Все хорошо. Да, звук на игру записывается, а то смотрю, как-то не особо хочет показывать. Так, лопата, спирт. Зачем вообще спирт? Что это? Крепкий напиток, который вылечит все физические и душевные раны. Да. А, так у меня вообще все... У меня вообще все пропало. У меня даже мой спасительный шнапш сперли. Ты узнал, где мельница. Так я проснулся на ней, алло. Странный какой чувак. Шапка долго прогружается. Тереза, ты уже ел? Да, похавал. Да, очень вкусно было. Да, очень вкусно. Сама испекла? Сама рада, что понравилось. А что ты спишь, разговариваешь? Вставай. Нет, боже, нет, дай поспать. Вставай давай, алло. Я могу вот это вот... Очень легко, но это вскрыть замок. Вскрывать... Задача выполнена, возьми свои вещи в сундуке. Прекрасно. Хорошо. Кинжал. Это все у меня поломанное, переломанное, да? Оружие, тесак. Факел, стрела, кинжал. Ну, я думаю, тесак. А, ловкость нужна. Серьезно. Ладно, давай дубину хотя бы. Хотя бы дубина пускай будет. Шоссы. Ой, сейчас с ними бы разобраться. Еще что к чему, какие на мне были. Шоссы, я думаю, нет разницы. Они в принципе, одинаковые. Давай желтый оденем. Рубаха, жилет. Этого побольше прочности. Это у нас рубаха 0. Зеленая рубаха. Койф. Койф. У нас был вот этот вот капюшон. А что получше будет? Но оно прям сломано вообще. Наверное, это покрепче будет. Оно не сломано хотя бы. А, вот оно что было точно. Сапожки какие-нибудь. Ой. О, у этого узкие. Отлично, вот это вот оденем. А что за значок? Что это значит? Черный, непонятно. Это грязь, наверное. Сапожки, какие сапожки? 83, 54. Они, в принципе, одинаковые, поэтому
Блин, ну хоть что-нибудь покрасивее. Хочется что-нибудь покрасивее. Вот это вот прикольно. Давайте вот эти оденем. У них, правда, прочность самая маленькая, ну ладно. Все. Теперь я модный. Да, теперь я модный, хорошо. Вообще, нам в идеале у нас вес почти забит. Нам бы найти кого продать. Потому что таскаться с этим весом такое себе тоже дело. Мало ли что-нибудь найдем хорошее. А у нас веса нет. Ну и все. И придется потом носиться. Чё тут? Новое добавочное задание. А, это вот это турниры есть, да. Лошади. Ну, лошади, короче, моей нету, все. Спер тогда лошадь и, собственно, без лошади сейчас и остался. Ну, наверное, это слишком круто, типа, иметь лошадь с самого начала игры. Ты, типа, не заслужил. Ты не достоин лошади. Иди ищи другую или покупай. Я надеюсь, там есть вход, куда я бегу. Я в замок попаду. Так, быстрое путешествие. На карте вы увидите все места, до которых можно быстро добраться. Просто выберите точку назначения и подтвердите отправление. Быстрое путешествие. Это вот это вот. А, вот такое, да. Отлично, хорошо, быстрое перемещение есть. Стой! Кто таков, куда идешь? Я Индржих, сын кузнеца из Скалицы, иду к господину своему пану Рацику Кобыле. Ну, конечно, паренек. А я тогда папа римский. Что тебе нужно от пана? Из какой... Мне надо рассказать пану Рацику, что стало с его мечом. Я кузнец пана Рацига. Пропустите, тебе нужны гроши? То... Мне нужно рассказать пану Рацигу, что стало с его мечом. По мне, может, и не скажешь, но я честь и долг понимаю. Мой долг рассказать пану Рацигу, что стал... Ну, как знаешь, иди, с тебя же шкуру спустят, если пан Рациг осерчает. Хорошо. Ты узнала, где лагерь. Пошел ты. Монетку ему, да? Монет... А, у меня есть монетки. Монетки, значит, тоже вернулись. Да, точняк. А как? Как мне этот? Почему не показывает? Ну, город открылся, типа, показали бы. Ты узнал, где оружейник. Точильный круг. Че ты орешь? Точильный круг, пекарь. Бакалейщик. Купец. О, нам купцу надо. А тебя за что? Ты кто? Горожанин. Это ты, горожанин, следишь за ним, да, чтобы он не убежал? Дать напиток осужденному. У меня нет напитка, сорян. А, может быть, потом когда-нибудь водичку там. У меня ничего. Нищенка Яна. Отстань, нищенка Яна. Это купец, да? Должен быть, по идее, по значку. Или ты хавкой торгуешь? Ну, давай поговорим. Слава Иисусу Христу! Ратая. Как насчет поторговаться? Продажа. Все то, что на мне не надето, значит, в корзину. Так-то, вот это, вот это. Это. Молоток
Зачем он мне нужен? Же ж никакого квеста не даст. Там уже куниша, по-моему, и в живых-то нету. Так, отвар из календулы, повязки нам нужны. Повязки, в принципе, мало весят. Сандалики, соль. А когда я соль взял, зачем мне соль? Спасительный шнапс, спирт, старые сапоги, стрелы. Пригодятся ли мне стрелы? Ну ладно. Сушеное мясо пускай будет пока. Все равно почти ничего не стоит. Темные сандали. А, нет, это нет. Тесак. Ну, тесак типа круче, но вот одна проблема, что я его не одену. Он на ловкость рассчитан. Странно, типа, думал, на силу будет рассчитан, ну ладно. Факел пускай будет. Ну, в принципе, все. Больше нам продать и нечего. Хорошо, у нас 50 кг примерно еще, да, нормально. Так, давай торговаться. А я бы хотел обсудить цену. Да. Как насчет 1000? Дашь 1000? Ну давай 54, ты мне так и так должен. Ну давай 58. Договорились? Неплохая цена, уменьши свои запросы еще хоть немного, и мы сговоримся. Ты че, блядь? Давай 57. А если так? Такую цену я почти готов принять. Почти. Ну ладно, давай 56. Все. Знал, что мы договоримся. Репутация повысилась. Нормально. Ну, неплохо, в принципе. Там грошек, и все. Уже вон соточка грошиков есть. Надо еще факел одеть. Пускай будет. Нет, сейчас мне не надо факел. Зачем ты мне... А, он автоматически. Все, понятно. На единицу задержит, он автоматически одевается, если он в инвентаре есть. Лады. Отлично. Дальше. Мы продали, значит, всю эту шляпу, что нам не нужна. А что-нибудь я купить могу? Хорошее. Я думаю, что 100 грошиков это вообще ни о чем. Гроши. Журнал. Добрый вор. Давайте дополнительное задание выполним. Выполним дополнительный квест. Может, бабла подсобираем чуток хотя бы. Или по основному пока сюжету пойти, потом дополнительно. Мне кажется, просто если идти по основному сюжету сейчас, по-любому нам там какие-то шмотки могут дать, какие-то покруче и так далее. Потом просто дополнительные вот такие квесты будет просто неинтересно выполнять. Ну, смысла никакого не будет. Может побегать по дополнительным сейчас? Что-нибудь поднабрать. И уже пойти по основному сюжету так посильнее, попрокачанней. Достать кольцо мертвеца для мельника. Новое задание. Ну давайте, да. Давайте по доп. Заданию этому хотя бы одно это выполним. С колечком этим. С трупа. И потом дальше пойдем. Что ты так орешь? Почему они так орут? Умыться. Ты умылся в воде как смог. Да, неплохо. Это я помню, что в воде можно помыться. А что толку это дало? Энергия, сытость, здоровье. Ну ладно. Умылись как смогли. Так, идем дальше. Лопата у нас есть. Куда я иду? Это ж, по-моему, не выход. А где выход? Или это выход? Пацаны.
Как мне выйти от вас? Не туда куда-то я пошел. Вон. Все, побежали. Что ты до меня вообще докопался тогда, слышь? У тебя проблемы какие-то были или что? Че ты лицо свое отворачиваешь? Стесняется. Стесняется, пацан. Стесняется. Ну ладно. Даже... Сам ты... Ху. Ага. Так, лады. Бежать, как я понял, нам там не сильно много, прямо не сильно мало в то же время. Ну, здравствуйте, бабушка. Ну, почти бабушка. Женщина. Вы в курсе, что ведро пустое? Или оно настолько тяжелое? Может, вам помочь? Или не надо? А ты кто? Я подумал издалека, что это ребенок идет. Имба, какой брутальный, ты смотри. Штаны нацепил, туфли блестят. Усы. Тряпка на голове, правда. Такое себе. Шмотки так красивые, красивые. Нормально горожане живут. Горожанин богатый. Дай денег, слышь. Ты где? Тебе кто разрешал сквозь меня проходить, алло? Ты чё, молодой человек? Ладно, наверное, это тоже какой-то мини-ба... О, вот это мы дело любим. Это мы, да, это мы пожрем. Хорошо. Речушка, все дела. Да, кстати, на предыдущей записи со вчерашнего дня я обратил внимание на то, что, к сожалению, чуть слышно на записи, что работают дополнительные вентиляторы. Как бы я играю на ноуте, он игровой, но все-таки дополнительный охлад какой-то, ну, ему нужен, потому что все-таки идет и запись, и игра запущена. Плюс обработка вебки и так далее. Поэтому я купил охлад дополнительный. И, к сожалению, чуток шумит. Но тут уж ничего не поделать. Может, когда-нибудь в будущем это изменится. Когда-нибудь, да. Еще кто-то. Еще один горожанин. Так, мотыга, кажется, мотыга. Но этот не такой модный. А, это красавчик, молодец. Куда мы идем? Нам показано это где-то рядом. А, это вот так надо было идти. Понятно. Давай быстрое перемещение. Это уже не хочу я обратно так долго бежать. Там смысла просто нету. Просто побежим по нормальной дороге, как нам было предначертано изначально. Ты узнал кожевник. Где кожевник? Это кожевник тут где-то? Хорошо, но кожевник нам не нужен. Кожевники это не к нам. Нам пока не нужны они. Тут еще я узнаю что-то, да? Здравствуйте. Отстань от меня, молодой человек. Я на своей территории. Кунлау. Кунлау, здорово. Что ты тут делаешь? Иди в Mortal Kombat. Пришел тут. Стоит, права еще качает, слышь? Землю себе купил, фермером почувствовал. Типа, это мое, не подходи ко мне. Я такой серьезный человек. Шляпу смени хотя бы, сука. Да, без лошади, конечно, тяжко без лошади.
Пока бежим, можете там подписаться, лайкосы поставить, как обычно, все там, что-нибудь написать в комментах, там, как дела у вас, как здоровится. Может, по игрульке что-нибудь посоветовать, может, там, какую-нибудь другую игрульку посоветовать, еще что-то. Короче, вы поняли. Да. Что это такое? Здравствуйте. И что это? Сесть. Сука. Еду выкинули. Я тут бегаю, с котелков жру. А они переводят продукты. Что? Заснуть и сохраниться? Где? Вот здесь заснуть? Не. Топорик? Топорик нельзя. Ну, тут ничего нету. О! Очень сложно. Но у меня отмычек нету. Блин, такой красивый сундучок. Я бы этот... Я подкрыл. Себе бы все забрал. И все, и у меня уже миллионы. Миллионы грошиков. А отмычки у меня нет. Да и в принципе я и открывать не умею. Тут очень сложно. Я сомневаюсь, что я смогу открыть, даже если бы у меня отмычки были. Там по-любому учиться надо. Наверное, ловкость прокачивать или что. Куда мы вообще идем? А, мы идем все правильно. Интересное место. Оно не отметилось. Отлично. Потом можно будет когда-нибудь в далеком будущем вернуться, открыть, забрать наше сокровище. Цветочки. Что-то можно было как-то, ну... Как-то... побольше сделать, как-то так более пушисто, там пару мешиков сюда, и оно бы там хорошо бы. А так как-то, ну, прям очень плоско. Ну, тут вот хорошо, нормально. А вот одуванчики, конечно, да. Погорячились тут пацаны, пожалели. Так. Бежим. ФПС-очка работает, все хорошо. Это камни в воздухе висят, или мне кажется? Ну да, неплохо. Камни в воздухе тоже нормально. Это, в принципе, типично. Камни в воздухе могут быть в любой игре. В этом нет ничего абсолютно страшного. Это так. Ну, это чисто пробежал, поржал. Побежал дальше. Все. Да. Мне кажется, под заданием я зря, походу, пошел. Потому что вот эта беготня. Чисто один видос. Одна сплошная беготня. Ну, это такое себе дело тоже. Надо было, наверное, по сюжетке. Висельный холм. В кодексе новая запись. Ну, давай. Где тут, что тут? Где-то тут. Кого-то надо выкопать. Вот это ты? Ну да, это ты. Вроде. Ну давай В смысле у меня нет лопаты? Я чё, лопату продал? Сука! Долдон! И потом же сюда быстро не переместишься. В натуре? Индра, блядь. Ты дебил, почему ты квестовые вещи продаешь? Бля. О!
Лопата. Чисто подпиздил лопату. Нормально. Так, Мельник, пошел ты в жопу. Я бы знал, я бы твою бы лопату вообще не трогал. Тут прям на проходе. Начать коп... Все четко. Земля уходит из-под ног. И камушки остались. Крест Господень. Ну и вон. Давненько тебя закопали. На левой пусто, на правой черт. Тоже ничего. Где-то треклятое кольцо. Мне сейчас тошнит-то его. Не пешек мне за это заплатит. Вернуться к пешеку. То есть, блядь... Ну... То есть я взял лопату, продал ее, нашел другую, откопал, и там ничего нет. Побегал зато. Какой смысл, блядь, этого задания? Это что? Придорожная часовня. А, это маленький камушек. Хорошо, мельник пешек, давай поговорим. У меня есть гроши, чтобы расплатиться. Там не было кольца. Можешь научить меня взламывать замки? Вот это вот, кстати, да, это хорошо. Там не было кольца. В могиле не было тела, но было тело, но не было кольца. Тише, Индрасты. Если кольца не было на трубе, его, наверное, палач снял. Ну, конечно. Теперь ты попросишь, чтобы я отобрал кольцо у палача. Умница. Только подходить к нему с этим не стоит. Он не любит, когда с ним говорят о кражах у покойников. Лучше выкрасть его из дома. Думаю, воровать нам так и так придется, потому что бабло надо будет. Это все равно такое игровая условность, в принципе. Ну давай. Ладно, я найду кольцо. Оно должно быть спрятано где-то в доме, в сундуке. И слушай, Индра, ты знаешь, что делать, если встретишься с замком? Что делать? Отжать словом? Да. Нет, придурок. Ласково и заботливо открыть его без лишнего шума, словно с девицей переспать. Я могу вскрыть замок, я не могу вскрыть замок. Я не могу вскрыть замок, я не умею. Нет. Как-то не доводилось. Черт побери. И угораздило же меня связаться с полным идиотом. Ладно, я научу тебя. Пойдем. Найти кольцо в доме палача и украсть его. Попробовать открыть сундук. Возьми отмычку правой, нащупай зажим, левой руке держи нож и в нужный момент поверни механизм. Помощь Т, остановиться, указатель, повернуть замок Д. Помощь. Вскрытие замков. Чтобы вскрыть замки, у вас в сумке должна быть хотя бы одна отмычка. Хотя лучше иметь одну или две в запасе. Потому что от использования они снашиваются и в худшем случае сломаются. Вы начнете вскрывать замок, удерживая Е напротив замка. Перед вами появится диаграмма запорного механизма, на которой вы должны найти верное место для того, чтобы вставить отмычку. Окей. После этого вы должны использовать отмычку, кнопка D, чтобы повернуть весь запирающий механизм. В то же время вы должны, поддерживать положение отмычки относительно поворачивающегося механизма, так как вращение относит отмычку от уязвимого места. То есть это, получается, надо будет вертеть сам этот замочек и удерживать мышкой, чтобы он открывался. Вроде так. Я видел, но вроде это так и работает. Видел, как открывали. То, насколько вы близки к уязвимости, месту показывается размером указателя.
А если уязвимость найдена, указатель становится золотым. Да. Если пытаться повернуть механизм, вставив отмычку неправильно, его заклинит. Отмычка повернется или сломается. Повредится или сломается. Если это сопровождается шумом, который может привлечь ненужное внимание. Хорошо. Это мышкой мы находим, и на D мы поворачиваем. Нашел, отлично. Теперь поворачиваем механизм. Ножом. Да придерживай зажим отмычкой. А не то сорвется и придется начинать заново. Так, значит D. Ты силой сломал замок. Попытка вскрытия замка провалилась. О, тяжело, конечно, да. Серьезно? Туда не этот, туда не этот, туда. Ну, хорошо. А, то есть, если я отпускаю, оно сбрасывается. То есть, я должен за раз это сделать? Ты что, прикалываешься? Тут чуток туда и все. Блядь, да. Это жесть какая-то. А это легкий замок. Бля, ну с тяжелыми походу будет явно что-то. Ты ловкий парень, Индра. Из тебя еще выйдет толк. Но имея в виду, этот сундук так, баловство. С настоящим замком надо будет лучше следить. Если хочешь, можешь потренироваться еще, а потом берись за дело. У меня отмычка-то есть хотя бы одна. У меня ж нет отмычек. А, есть отмычка. Одна. Или сколько? А, у меня 8 отмычек. Так хорошо. О, спасительный шнапс. Прекрасно. Так как... Ну, давай еще разок, потому что что-то как-то очень-очень тяжело. Где это? Пипка. О, это еще здесь. Скрыто. И все, ничего нема. Ну все. Теперь я профессионал вскрытия замочков. Отмычка. Я вот только так и не понял, а как ходить? О, это получается мне обратно сюда пилить? Серьезно? Вообще у меня есть тут кровать. Я могу поспать, а потом пойдем. И сохранение как раз будет, да? Сколько мне там надо поспать? Спать. Это энергия. О, у меня энергии вообще практически нету. Давай по максимуму прям вообще поспим, чтобы энергии прям полно было. Так. Отлично. Сохранение прошло как раз. Вообще прекрасно. Шнапсика не надо было тратить. А чё ты тут спишь? Тут ж деваха спала. А, ну вон там спит. А чё мне пожрать никто не приготовил? Что за дела?
Вообще, Тереза, ты как-то долго спишь, нет? Ты тут спала днем, вечером спала, и сейчас спишь. Ну, наверное, тяжело ей работается у дядьки на мельнице, поэтому и спит все время. Ну или это она отсыпается после того, как обо мне так долго заботилась. Похавать. Съесть. 79. Сколько у нас товаров? Спасительный шнапс 9 штук. Откуда? Ладно. Прекрасно. Побежали снова туда. Блин. Надо будет подпереть у него, короче, этот... колечко его. Снова бежим. Кстати, я как-то здесь быстрее прошел, не? Ближе не сделаешь. Где-то здесь был проход. Давай попробуем туда. Он прям там по карте, он прям через леса побежал. Не очень люблю вот в играх вот эту вот беготню. Бросить в котелок, приготовить, разжечь огонь, понятно. Тут тоже мне похавать никто не оставил. Плохо, плохо. Ну ладно. Где-то здесь вот, наверное, он пробежал. Тут. Вот тут, наверное, где-то, не? О! Да? Да, где-то здесь. Туда или туда, наверное. Шикарно вообще. Нормально. Сократили путь. Там целый круг навернули. Сейчас нормально. Сейчас терпимо, скажем так. С этой беготней. Так. Может тут что-нибудь интересное? Кровушка. А что делает кровушка? Тут кто-то разбился, типа. Это я... Фу. Вылези отсюда. Это лошадки. И трупешник. А трупешника я не заметил даже. Еще кровяка. Но тут ничего нет. А, вот еще трупешник. Что тут за жесть у вас произошла, понять не могу. Короче, этот вез на этих лошадях вот этого. Ну или эту, тут не скажешь. Кто это точно. Короче, скинул сюда. Потом кокнул лошадей. Еще и 2. Живодер, сука. И сам повесился. Ебать, чувак, ты сколько весишь, что у тебя такая веточка? Что ты на такой веточке подвесился? Это... Ладно, там была бы какая, ну вот такое хотя бы ветвь большая. Что это, блядь, за сучок? Ладно, что-то тут как-то стрёмненько. Фу, это я поэтому хожу. Ладно, побежали дальше.
Свинка. Здравствуйте, свинки. А где это мне получается? Вот это его дом. Там все... Там всякие сараи. Опа. Опа. Ты меня ищешь? Палач Герман. Ну, вроде типа как... Ну, давай. Учитель. Некоторые люди могут вас кое-чему научить. Для некоторых уроков вам нужно будет заранее иметь определенные знания. Учитель в игре может быть и больше, но для каждого умения вы сможете взять только 4 урока. Ты не так давно похоронил преступника. Попытаться выманить его из дома. У меня 3 прокачано. Как я его выманю? Пройти обучение. Ты недавно похоронил... Мне право неловко, но ты недавно похоронил преступника. Так вот, этот преступник... Он был моим другом. Перейти прямо к делу. Сыграть на чувствах. Не, ну ты что, преступник был. Ну, получается, ты тоже преступник. Сыграть на чувствах, перейти прямо к делу. Ну вот и как это понять? Что значит перейти прямо к делу? Он прямо ему в лоб скажет, я должен у тебя спиздюханить кольцо и потом отдать чуваку? Сыграть на чувствах. Ладно, давай, попробуем. Был отцом, оставил 3 сирот. Я хотел утешить их, передав им кольцо, с которым их отец не расставался до самой смерти. Я уверен, что вы не стали бы хоронить его с такой ценной вещью. Успех? Ты прав, кольцо у меня, но это никчемная вещь. Я отдам его за несколько грошей. Ты охуел? Мне это не интересно. 20 грошей? Так оно ж ничего не стоит, блядь. Пару это не 20, это там 2 грошика, 3. Бля, ну тут получается, тут собаки палят. Дверь ты... Нужно вскрывать тоже. Это помимо замка получается в сундуке. Он сидит дома. Ну нафиг, проще заплатить. Ладно, договорились. Держи. Кольцо мертвец. Что? Это простой медный ободок. Оно и медного гроша не стоит. Ну, а что ты хотел? Такое задание. Вернись к пешику. Вернись к пешику и плюнь ему в лицо. Давай, быстрое перемещение. Да, конечно, да. Вернись к пешику. И где ты, пешик? Пешик, сука. Ты кого наебать пытаешься? Да пребудет с тобой Господь. Кольцо у меня. Я добыл для себя кольцо. Отлично! Ты показал себя надежным парнем для такой работы. Теперь отнеси кольцо мельнику, Войтеку, в кухельницу. Он даст себе работу. И мне ты тоже скоро понадобишься. Умный парень здесь без работы не останется. По меньшей мере, я буду покупать у тебя сомнительный товар. Такие вещи, которые раньше принадлежали другим, и кому попало, их не продашь. Это получается, ему краденое можно продавать. И отнеси кольцо мельницу. Ему можно краденое продавать. Это хорошо. Воровать, правда, я еще пока замки не научился особо как-то открывать. Но хорошо. Ребята, ты будешь покупать у меня краденое, спасибо. Это может оказаться полезным. Продать краденое, расскажи мне о других мельниках, расскажи мне о себе, можешь мне рассказать. Ты научишь меня карманным кражам. Нет, карманные кражи пока точно нет. Догнать. Если ваш противник бежит с поля боя, то вы можете догнать его, развернуть F и попробовать прикончить. А зачем? Я ж не дерусь вроде с мельником. Ну хорошо.